Мадридский Реал после 2 неудач в испанской лиге, поражение от Леванте и ничья с Сельтой, принимал в Лиге чемпионов Манчестер Сити и потерпел 3-ю неудачу 1-2. Только представьте, за последние 5 матчей у сливочных уже 3 фиаско. За этот короткий промежуток команда Зидана вылетела из Кубка Испании, потеряла первую строчку в Ла Лиге и рискует покинуть Лигу чемпионов. У Манчестера серия из 3 побед к ряду во всех турнирах. В последнем туре АПЛ они выиграли у конкурента за серебряной медали Лестера. Одним из героев встречи стал бельгийский полузащитник Де Брюйне. На его счету гол плюс пас. У Кевина юбилей. Футболист в 50-й раз отличился за Сити в карьере. Пошла тенденция удаляться в конце игры. К этой акции присоединился Рамос, который предотвратил опасную атаку. Серхио идет на рекорд. Еще одна красная карточка в Лиге чемпионов, и он установит здесь рекорд. За 7 очных встреч у горожан уже 2 победы. Дважды с Реалом была зафиксирована ничья и трижды побеждали Галактикос. У команд будет еще 3 недели, чтобы проанализировать все и сделать работу над ошибками. Ответная игра пройдет 17 марта в Англии. Лион встречался с Ювентусом. Конечно же, потеря Депая сказывается, но кто знал, что французы сумеют победить 1-0. Ткачи первый раз в истории обыгрывают старую сеньору. До этого было 4 поражения и ничья. Лионцы в последнем туре одолели на выезде Мец 0-2. Ювентус также ездил в гости, откуда увез 3 очка. Единственный гол на счету Лукаса Тузара, который забивает впервые за последние 2 месяца. Роналду упустил выгодный шанс сравнять результат и в итоге не забил за последние 10 встреч. Лион развил свой успех до 8 матчей без поражений на своем поле, а туринцы за последний месяц терпят уже 3-е поражение. Напомним, что до этого зебр огорчали Верона и Наполи. Следующий матч 17 марта в Турине, видимо, будет при пустых трибунах. Челси и Бавария не виделись с 2017 года, когда на международном Кубке чемпионов мюнхенцы одержали победу со счетом 3-2. Лэмпард перед матчем 1/8 финала улучшил свою статистику в качестве тренера синих, выиграв 16-ю игру. 2-1 повержен Тоттенхэм. Чего уж там скрывать, 21 матч Челси под его руководством заканчивала в ничью и 10 раз уступала. Бавария просто монстр, 6 побед из 6 на групповом этапе Лиги чемпионов, однако в последнем туре Бундеслиги они вырвали победу у аутсайдера в конце игры Падерборна 3-2. Беспроигрышную серию немецкой машины озвучу позже. Баварцы одержали 5-ю очную победу над Челси из 6 возможных 3-0. Это стало самое большое фиаско для англичан не только в Лиге чемпионов, а вообще во всех турнирах УЕФА на домашней арене. В течение 3 минут отметился Гнабри, а затем профессор Левандовский, который оформил свой 11-й гол в этом турнире. Удаление никакой роли в этом матче не сыграло. Бавария увеличила свою беспроигрышную линию во всех 3 турнирах: Кубок Германии, Бундеслига и Лига чемпионов до 12 матчей, 11 побед и ничья. Ответная игра состоится в Мюнхене 18 марта, но похоже в этой паре уже все ясно. Наполи с Барселоной в официальных встречах никогда не пересекались. В 4 товарищеских играх были зафиксированы такие результаты: трижды выиграли каталонцы и однажды итальянцы. Матч прошел со зрителями, чего нельзя сказать о серии А, где 4 игры были отменены. А вот следующий тур чемпионата Италии пройдет при пустых трибунах. Итак, Наполи удалось увести из бреши 3 очка. Барселона за счет покера Лионеля Месси разобралась с Эйбаром 5-0. Барселона с новым наставником впервые заканчивает в ничью 1-1. До этого Кике Сетьен одержал вместе с синегранатовыми 7 побед и трижды терпел фиаско. Обе команды после этой игры имеют 4-матчевые беспроигрышные серии везде. В поединке также было удаление в конце игры, которое ни на что не повлияло. Гризман забивает свой 14-й гол в дебютном сезоне за Барсу, а у Мертенса становится 121 гол за Наполи. Следующий мяч выведет его в лучшие бомбардиры в истории клуба. Повторный очный матч пройдет уже в Каталонии 18 марта. Тренеры будут уже более опытные, так как проведут в Лиге чемпионов уже свои 2-е матчи в карьере. Напомню, что Барселона и Наполи в этом розыгрыше еще не уступали. Смотрим схему плей-офф, затем бомбардиров, ассистентов. На данный момент сделали первый шаг к четвертьфиналу такие клубы как: это Атлетико, которому удалось минимально обыграть Ливерпуль; это Боруссия, которая одолела ПСЖ 2-1; это Аталанта, которая сделала большой шаг, разгромив Валенсию 4-1; Лейпциг одолел минимально Тоттенхэм; Бавария в Лондоне добыла вновь очередную уверенную победу, а также это Манчестер Сити и Лион. Если данная информация была полезной и интересной, поставьте класс, смотрите выпуск, посвященный обзору рейтинга сборных FIFA. Услышимся на спортивном уже завтра.